Что происходит, когда всемирная слава ломает жизни, а огромные деньги превращают лучших друзей во врагов? Мы привыкли видеть Битлз улыбающимися на экранах, но за кулисами их ждали жесткие увольнения, депортации, тайные браки и безумные фанаты. Сегодня мы расскажем, что на самом деле скрывалось за фасадом битломании, как сложились судьбы тех, кто оказался в группе совершенно случайно, и почему авторам пришлось воевать за права на собственные песни почти полвека. Включаем драйв на максимум. Поехали! История Битлз началась не с аплодисментов и софитов, а с серого неба промышленного Ливерпуля, где музыка была единственным способом не раствориться в однообразии рабочих кварталов. Точкой отсчета стал октябрь 1940 года, когда под вой немецких сирен на свет появился Джон Уинстон Леннон. Он вырос в Мендипсе, солидном доме в престижном районе, где его воспитывала строгая тетя Мими, которая твердила, что музыкой на жизнь не заработаешь. Образование давало больше шансов устроиться в жизни, чем гитара. Джон был школьным хулиганом и клоуном, который в 1956 году собрал свою первую команду – Quarrymen. 6 июля 1957 года произошла судьбоносная встреча. На церковном празднике Джон познакомился с 15-летним Полом Маккартни. Пол, чей быт в муниципальных домах ливерпульского района Спика был куда скромнее, поразил Леннона техникой. Он умел настраивать гитару и знал аккорды свежих американских хитов. Джон разрывался между желанием быть единоличным лидером и признанием таланта Пола, но через 2 недели он все же позвал Маккартни в группу. В 1958 году в компанию влился друг Пола по школе, 15-летний Джордж Харрисон. 17-летний Леннон поначалу считал его слишком зеленым, но после того, как Харрисон безупречно сыграл на гитаре, его кандидатура была утверждена. 4-м стал Стюарт Сатклифф, лучший друг Джона по арт-колледжу. Он был блестящим художником, но посредственным музыкантом. Стюарт, продав свою картину за 65 фунтов, потратил деньги на бас-гитару Хефнер, фактически купив себе место в группе. В апреле 1960 года Сатклифф и Леннон скрестили жуков и ритм, то есть слова «Beatles» и «Beat», в итоге получив бренд The Beatles. Группа начала работать на износ. Они играли в пабах и даже аккомпанировали стриптизершам. Их первый тур по Шотландии стал катастрофой. Временный барабанщик Томми Мур попал в аварию, лишился зубов и сбежал, не выдержав язвительности Леннона. К лету 1960 года Битлз получили контракт в Гамбурге, но у них все еще не было постоянного ударника. Решение нашлось в подвале дома на Хейменс-Грин. Там располагался клуб Казба, которым владела Мона Бест. Ее сын Пит Бест обладал мощным ударом и внешностью кинозвезды. В итоге 12 августа 1960 года он официально вошел в состав, а еще 16 августа 1960 года пятерка на старом фургоне рванула в Германию. Музыканты осели в гамбургском районе Репербан, ютясь в тесной каморке, где было вечно сыро и пахло туалетом. Чтобы выдерживать 12-часовые смены на сценах местных клубов, за которые они получали жалкие 2,5 фунта в день, битлы начали принимать аптечный стимулятор, который им поставляла в частности мать их новой знакомой Астрид Кирхгер. Именно в Гамбурге произошла эстетическая революция группы. Кирхгер, ставшая невестой Стюарта Сатклиффа, уговорила его первым сменить пышный кок Тедди Боя на прическу с челкой на лбу. Позже этот стиль переняли остальные, хотя Пит Бест остался верен своему начесу. Тем временем Стюарт чувствовал себя на сцене все менее уверенно. Его вокальным номером была песня «Love Me Tender».
вызывавшая восторг у девушек, что провоцировало ревность у Пола Маккартни. Пол уже тогда понимал, что группе нужен настоящий басист, а не художник с инструментом в руках. Первая немецкая эпопея закончилась крахом в ноябре 1960-го. Сначала депортировали Джорджа Харрисона за работу в несовершеннолетнем возрасте, затем Пола и Пита за хулиганство. Джон Леннон вернулся в Ливерпуль в одиночестве, Сатклифф же остался в Гамбурге с Астрид, на время покинув коллектив. В декабре 1960 года Битлз произвели фурор в ливерпульском Литерланд Таун Холл. С февраля 1961 они стали королями клуба Каверн, где выступили в итоге 262 раза. В этот период Пол Маккартни окончательно перехватил бас-гитару у Сатклиффа. В Гамбурге Пол купил свой знаменитый скрипкообразный Хефнер, на который копил несколько месяцев. Весной 1961 года группа вернулась в Гамбург уже в Top Ten Club. Там они впервые записались профессионально, аккомпанируя певцу Тони Шеридану в песне «My Bonnie». 28 октября 1961 года в музыкальный магазин NEMS к Брайану Эпстайну зашел покупатель Курт Раймонд Джонс и попросил ту самую пластинку «My Bonnie». Тогда Эпстайн обнаружил, что группа играет в паре сотен метров от его офиса. Уже в декабре он стал их менеджером, установив свою комиссию в 25%, а затем начал агрессивную зачистку имиджа. Никаких кожанок и джинсов на сцене, только дорогие костюмы. Тем временем в жизни участников происходили драматические перемены. 10 апреля 1962 года в Гамбурге от кровоизлияния в мозг скончался 21-летний Стюарт Сатклифф, а вскоре девушка Леннона Синтия Пауэлл забеременела, и в августе они тайно поженились. Эпстайн оплатил свадебный обед, но настоял на секретности брака, чтобы не отпугнуть фанаток. Решающий рывок произошел в июне 1962 года, когда продюсер Джордж Мартин из Parlophone Records согласился на запись группы, но поставил жесткое условие – заменить барабанщика. Джон, Пол и Джордж, уже давно недовольные техникой Пита Беста, решили использовать это как повод для увольнения. Но фанаты были в ярости. Пит был самым популярным участником. На место Беста пришел Ринго Старр из группы Rory Storm and the Hurricanes. У него уже был опыт игры с битлами в Гамбурге, и он идеально вписался в их внутренний ритм. 5 октября 1962 года вышел их первый официальный сингл «Love Me Do», который добрался до 17-го места в чартах, а второй сингл «Please Please Me», выпущенный 11 января 1963 года, в считанные недели взлетел на вершины британских чартов и запустил механизм битломании. Чтобы закрепить успех сингла, Эпстайну и Мартину нужен был полноценный альбом, но у группы не было времени на долгие сессии. В итоге великолепная четверка совершила невозможное. Весь альбом «Please Please Me» был записан за один 10-часовой сеанс 11 февраля 1963 года. К концу дня голос Джона Леннона был практически сорван, но именно это придало финальному треку «Twist and Shout» тот самый неистовый, хриплый драйв, который стал эталоном рок-н-ролла. Пластинка, вышедшая в марте, возглавила чарты на невероятные 30 недель, пока его не сместил их же второй диск. На фоне этого музыкального триумфа личная жизнь участников превратилась в шпионский триллер. 8 апреля 1963 года у Джона и Синтии родился сын Джулиан. Чтобы не разрушать имидж свободного кумира, Джон был вынужден прятать свою семью, навещая жену и сына почти
почти тайно. Пол Маккартни в это время тоже переживал перемены. Разорвав помолвку со своей первой серьезной девушкой Дот Роун, он в мае 1963 года встретил 17-летнюю актрису Джейн Эшер. Это знакомство стало для Пола билетом в высшие культурные круги Лондона. Он переехал в дом семьи Эшер на Уимпол-стрит, где под влиянием ее матери, преподавателя музыки, начал изучать классические гармонии, что вскоре радикально изменит звук группы. В том же году Брайан Эпстайн и музыкальный издатель Дик Джеймс основали компанию Northern Songs для выпуска песен Леннона и Маккартни. Изначально в собственности Джона и Пола было лишь по 20% акций их музыки, но тогда авторов больше заботило, как прорваться сквозь толпы у входов в клубы. Тем временем в октябре, после выступления группы в лондонском Палладиуме, когда истерия фанатов парализовала движение в центре города, в обиход официально вошел термин «битломания». В конце ноября вышел второй альбом «With the Beatles», который показал, что группа растет технически. Здесь же дебютировал как автор Джордж Харрисон с песней «Don't Bother Me». К началу 1964 года The Beatles превратились в самый ценный экспортный товар Британии. Пока сингл «I Want to Hold Your Hand» штурмовал американские чарты, Брайан Эпстайн готовил операцию, которую позже назовут британским вторжением. 7 февраля 1964 года четверка приземлилась в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. Их встретили 10 тысяч кричащих фанатов, и это было лишь начало. 2 днями позже группа выступила на шоу Эда Салливана. Это событие собрало у экранов рекордные 73 миллиона зрителей. Более трети населения Соединенных Штатов на тот момент. Улицы городов буквально вымерли. Уровень преступности в те часы упал почти до нуля, так как даже грабители сидели у телевизоров. В апреле 1964 года группа установила исторический рекорд. Первые 5 строчек хит-парада Billboard Hot 100 были заняты песнями Beatles. Такого доминирования одного бренда история музыки не знала и вряд ли узнает снова. Пока битломания выходила из-под контроля, группа начала осваивать кинорынок. Фильм «Вечер трудного дня» стал не только прибыльным бизнес-проектом, который при бюджете в 350 тысяч заработал 14 миллионов, но и точкой личных перемен для участников. Именно на съемочной площадке в марте 1964 года Джордж Харрисон встретил 19-летнюю модель Патти Бойд и в шутку предложил ей выйти за него замуж. В июне 1964 года группа отправилась в мировое турне, охватив Данию, Нидерланды, Гонконг и Австралию. Однако перед самым вылетом Ринго Старр свалился с острым танзелитом и фарингитом. Эпстайн, не желая срывать контракт, настоял на временной замене. Так в истории группы на 10 дней появился барабанщик Джимми Никол. Никол надел костюм Ринго, который пришлось подгонять по размеру, и внезапно обнаружил себя в эпицентре безумия. Ринго, лежа в больнице, всерьез опасался, что его заменят навсегда, но вернулся в строй в Мельбурне, где толпа фанатов достигла невероятных 300 тысяч человек. В августе 1964 года произошло еще одно событие, изменившее внутреннюю химию группы. В нью-йоркском отеле Боб Дилан познакомил битлов с запрещенными веществами, что повлияло на творчество коллектива. В конце года группа выпустила пластинку Beatles for Sale, а песня I'm a Loser стала первой песней, которая явно отражала влияние Дилана. В ней Джон Леннон впервые признается в слабости, страхе и неуверенности
неудаче, вместо того, чтобы петь о победах на личном фронте. Финансовое положение группы в этот период было парадоксальным. С одной стороны, их синглы продавались миллионными тиражами, а гонорар за один концерт в Канзас-Сити составил баснословные $150 тысяч. С другой стороны, они теряли колоссальные суммы из-за неудачно подписанных контрактов. К 1965 году битломания достигла своего пика. Музыканты стали узниками отелей, перемещавшихся между стадионами в бронированных фургонах, пока снаружи бушевал океан фанатской истерии. Ринго Стар позже вспоминал, что в те годы он перестал слышать себя на сцене. Из-за криков толпы он ориентировался только по движениям спин Джона и Пола. 15 августа 1965 года на нью-йоркском стадионе Шей группа поставила жирную финансовую точку в истории шоу-бизнеса того времени. 55 тысяч зрителей и невероятный гонорар в $304 тысячи за один вечер. За кулисами этого безумия личная жизнь участников обросла новыми связями и активами. В феврале 1965 года Ринго Стар женился на 18-летней парикмахерше Марин Кокс. Их свадьба была такой же поспешной и секретной, как когда-то у Леннона. За несколько лет они успели стать родителями 3 детей: сыновей Зака и Джейсона и дочери Ли, а Джон в это время уже вовсю обживал свое поместье Кенвуд, где Синтия продолжала играть роль невидимой жертвы, прячась от фанаток. В июне 1965-го королева наградила 4 орденами Британской империи. Это вызвало шквал протестов среди ветеранов войны, которые возвращали свои медали, не желая стоять в одном ряду с поп-музыкантами. Спустя 4 года Джон Леннон вернет свой орел в знак протеста против внешней политики Британии. 6 августа вышла пластинка Help, которая стала первым рок-альбомом, получившим номинацию на Грэмми в категории «Альбом года». Именно на нем была представлена легендарная Yesterday. Единственный трек, где звучит только голос и гитара Пола Маккартни. Композиция не только вошла в историю как одна из самых известных работ группы, но и была признана самой перепеваемой песней в истории музыки. Согласно книге рекордов Гиннесса, на нее создано более 2200 кавер-версий. В январе 1966-го Джордж Харрисон наконец женился на модели Патти Бойд. Их брак выглядел идеальным, но уже тогда Джордж начал искать утешение в религии, а позже в алкоголе, что спустя годы разрушит этот союз. Пол Маккартни в марте того же года купил за 40 тысяч фунтов дом на Кавендиш-авеню 7. Этот особняк в Сент-Джонс-Вуд стал его крепостью, где он мог экспериментировать с авангардом и классической музыкой, пока Джон зависал в своем загородном Кенвуде. Тем временем, начиная с альбома Rubber Soul, стиль песен Битлз начал меняться. Под влиянием запрещенных веществ авторы постепенно переходили от легкой романтики к философским текстам и более сложному звучанию. Битлз продолжали творческие эксперименты на пластинке Revolver, вышедшей в августе 1966-го. Здесь выделилась Yellow Submarine, которая была написана специально для Ринго Стара. Она стала его единственным британским хитом номер 1 в качестве ведущего вокалиста и легла в основу одноименного мультфильма. Вместе с ней на сингле вышла Элеонор Ригби. В ее записи участвовал струнный ансамбль, и при этом ни один из участников Битлз не играл на музыкальных инструментах. 29 августа 1966 в Сан-Франциско на стадионе Кэндлстик Парк прошел последний официальный концерт Битлз. Группа приняла решение: они больше не будут восковыми куклами на аренах, где их музыку не слышно за криками. Они заперлись в студии Abbey Road и начали работу над альбомом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, на запись которого ушло невероятно
невероятные 700 часов и около 25 тысяч фунтов. Это был проект Маккартни. Он предложил группе спрятаться за масками вымышленного оркестра, чтобы снять груз ожиданий. Над психоделическим шедевром Strawberry Fields Forever Битлы работали около месяца, а продюсеру Джорджу Мартину пришлось склеивать воедино два варианта песни, записанные в разных тональностях и темпах. Альбом стал культурным взрывом, объединив рок в символическую музыку, и заработал 4 Грэмми. Его обложка стоила 1200 фунтов, гораздо больше, чем запись всего их первого альбома. В июне 1967 года Битлз закрепили свой статус глобальных пророков, исполнив All You Need Is Love во время первой в мире спутниковой трансляции на 400 миллионов зрителей. Но триумф длился недолго. 27 августа 1967 года в возрасте 32 лет умирает Брайан Эпстайн. Официальная причина – передозировка снотворного. Для группы это стало потерей навигатора. Брайан не только ввел их в финансы, но и гасил внутренние конфликты. Первый же самостоятельный проект без Брайана, фильм Magical Mystery Tour, обернулся первым серьезным провалом. Критики разгромили любительскую поделку, а показ по ТВ в черно-белом варианте убил всю психоделическую эстетику кадра. В начале 1968-го, вернувшись в Лондон после духовной перезагрузки в Индии, группа создала корпорацию Apple Corps. Идея бизнеса как искусства не на деле обернулась бездонной ямой для денег. Пока битлы открывали бутик Apple на Бейкер-стрит, их собственные отношения трещали по швам. В мае 1968-го в жизнь Джона вошла Йоко Оно. Пока Синтия Леннон была в отпуске, Джон пригласил Йоко в свое поместье Кенвуд, где они за одну ночь записали экспериментальный альбом Two Virgins. Когда Синтия вернулась, она обнаружила Йоко в своем халате, пьющую чай с ее мужем. Развод был неизбежен, и он стоил Джону 100 тысяч фунтов и потери опеки над сыном Джулианом. Появление Йоко в студии Эбби Роуд нарушило негласный закон группы никаких жен, Прямой эфир захвачен секретным обществом без баб, и вызвало раздражение у Пола и Джорджа. Запись белого альбома в 1968 году стала хроникой распада группы. Напряжение было настолько велико, что Ринго Старр официально покинул группу на 2 недели, заявив, что больше не чувствует себя нужным. В его отсутствие Пол сам садился за барабаны, записав партии для Back in the USSR и Dear Prudence. На фоне творческого и личного хаоса группа выпустила свой самый продаваемый сингл «Hey Jude». Пол написал ее под рабочим названием «Hey Jules», чтобы утешить маленького сына Джона, Джулиана, во время развода его родителей. 7-минутная композиция стала на тот момент самой длинной, когда-либо возглавлявшей хит-парады. Личная жизнь Пола в этот момент тоже сделала крутой вираж. Его 5-летняя связь с Джейн Эшер оборвалась в один момент, когда Джейн вернулась домой и застала его в постели с американкой Фрэнси Шварц. Вскоре Пол переключил внимание на фотографа Линду Истмен, которую встретил на презентации альбома Sgt. Pepper. Линда стала для него не просто женой, а союзником в грядущей войне на наследие группы. Январь 1969 года начался с катастрофических сессий проекта Get Back, позже ставшего альбомом Let It Be. Музыканты репетировали в холодном кинопавильоне Твикенхен под прицелом кинокамер. Джон плотно сидел на запрещенных веществах и не проявлял интереса к работе, а Джордж после очередной лекции Маккартни о том, как надо играть, просто встал и ушел из группы на несколько дней. Ситуацию временно спас клавишник Билли Престон, которого Джордж привел в студию как миротворца. В присутствии постороннего битлы перестали ругаться и начали играть. Финальным аккордом их публичной жизни стал импровизированный концерт на крыше офиса Apple 30 января 1969
1969 года. В ледяной лондонский полдень четверка в последний раз выдала тот самый драйв, который когда-то начался в Гамбурге. Полиция прервала выступление через 40 минут, а Леннон, уходя со сцены, бросил свою знаменитую фразу: «Надеюсь, мы прошли прослушивание». К лету 1969 года скорый распад Битлз был очевиден, но парадоксально, что именно в это время они создали один из своих главных шедевров – альбом Abbey Road. Запись, проходившая в июле и августе, стала временным перемирием. Пластинку открывала блюзовая «Come Together» Джона Леннона. Изначально она задумывалась как лозунг для кандидата на пост губернатора Калифорнии Тимоти Лири, а в итоге стала одним из последних мощных ударов группы по мировым чартам. Кроме того, именно на этом альбоме Джордж Харрисон окончательно сравнялся в авторском весе с Ленноном и Маккартни, выдав «Something» и «Here Comes the Sun». 20 августа 1969 года стала финальной точкой. В этот день четверка в последний раз работала в студии всем составом, заканчивая микс «I Want You, She's So Heavy». Символично, что на обложке альбома группа шагает по перекрестку прочь от студии. Фанаты позже расшифруют это как сигнал о неминуемом разрыве. 20 сентября 1969 года Джон Леннон на частном собрании группы официально заявил о своем уходе, но Ален Клейн и Пол Маккартни убедили его молчать, чтобы не сорвать выгодное предподписание контракта с Capitol Records, гарантировавшее им более высокие роялти. Леннон согласился, а затем улетел в Торонто с Йоко Оно, создав проект Plastic Ono Band. Тем временем Дик Джеймс без уведомления Джона и Пола продал свою долю в Northern Songs конгломерату ATV. Музыканты, владевшие лишь 26% акций собственного каталога, попытались перехватить контроль, но проиграли. Пол Маккартни погрузился в глубочайшую депрессию на своей ферме Хай-Парк в Шотландии. Выход из тупика он нашел в записи сольного альбома «Маккартни», где сам сыграл на всех инструментах. Альбом «Let It Be», выпущенный в мае 1970-го, стал последним аккордом в истории группы. Заглавная песня была вдохновлена сном Пола Маккартни, в котором к нему пришла его покойная мать Мэри и произнесла слова утешения. 31 декабря 1970 года Маккартни подал иск в Высокий суд Лондона против остальных троих участников о расторжении партнерства. Начало 70-х стало временем триумфа сольных проектов Битлов. Джордж Харрисон выпустил первый в истории тройной сольный альбом All Things Must Pass, который возглавил чарты по обе стороны океана. Джон Леннон в 71-м записал альбом Imagine, заглавный трек которого стал антивоенным гимном. Однако на этой же пластинке содержалась ядовитая атака на Пола, песня «How Do You Sleep?», где Джон пел, что единственное дельное, что сделал Маккартни, это песня «Yesterday». Пол ответил созданием группы Wings, решив начать все с нуля, давая концерты в маленьких залах для студентов и путешествуя в фургоне. Ринго Старр, чья карьера в кино набирала обороты, в 1973 году выпустил сольник Ринго, в записи которого участвовали все бывшие битлы, что стало ближайшей точкой к воссоединению группы. Личная жизнь музыкантов в этот период была не менее бурной. У Пола и Линды родились дочери Мэри и Стелла, а позднее сын Джеймс. Интересно, что Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака, Хизер, и дал ей свою фамилию. Джон и Йоко переехали в Нью-Йорк, где за Ленноном началась тотальная слежка ФБР из-за его антиправительственных взглядов. Официальное расторжение партнерства Битлз состоялось лишь
лишь 9 января 1975 года в Лондоне. 7 лет славы закончились 5 годами судебных разбирательств. В том же году Леннон стал отцом во второй раз. После 3 неудачных попыток выносить ребенка, 9 октября Йоко родила мальчика, которого назвали Шоном. Джон старался уделять сыну как можно больше времени, уйдя в творческий отпуск на следующие 5 лет. Тем временем Джордж Харрисон мирно расстался с Патти Бойд и в 1978-м женился на мексиканке Оливии Ариас, которая стала матерью его единственного ребенка, сына Дхани. 8 декабря 1980 года мир замер. 5 выстрелов у арки элитного дома Дакота в Нью-Йорке не просто оборвали жизнь Джона Леннона, они уничтожили надежду целого поколения на воссоединение группы. Джон погиб от рук бывшего фаната Битлз Марка Чемпмена в возрасте 40 лет, как раз в момент своего творческого возрождения с альбомом Double Fantasy. Его прах был развеян в Центральном парке, где позже появился мемориал Strawberry Fields. Финансовое наследие Леннона, которое оценивалось в $200 миллионов, перешло к Йоко Оно и их сыну Шону. Это спровоцировало затяжной конфликт с первым сыном Джона, Джулианом, который был практически вычеркнут из завещания. Лишь в 1996 году, после 16 лет судебных войн, Джулиан достиг внесудебного соглашения с Оно, получив по разным данным около 30 миллионов. Для оставшихся битлов смерть Джона стала моментом горького сближения. В 1981 году Джордж Харрисон выпустил All Those Years Ago. Песню, изначально написанную для Ринга, но ставшую реквиемом по Леннону. В ее записи участвовали и Старр, и Маккартни, что стало первым случаем совместной работы троицы после распада. 80-е стали временем стабилизации для Ринга Старра. Расставшись с Морин в 75-м в апреле 1981 года, он женился на актрисе Барбаре Бах, с которой познакомился на съемках фильма «Пещерный человек». Однако за фасадом семейного счастья скрывалась тяжелая зависимость. Ринго и Барбара годами боролись с алкоголизмом, проживая жизнь в черном тумане. Перелом наступил в 1988 году, когда пара прошла курс детоксикации в Аризоне, и с тех пор Ринго абсолютный трезвенник и вегетарианец. Его личное состояние к 2010 годам достигло $300 миллионов, сделав его самым богатым барабанщиком мира. Пол Маккартни в 1997 году получил рыцарский титул, став сэром Полом. Его финансовая империя MPL Communications росла за счет скупки прав на музыку других авторов, но потеря каталога Битлз продолжала его тяготить. В 1998 году от рака груди умерла его жена Линда. Пол был раздавлен, но нашел утешение в музыке и детях. Его последующий брак с Хизер Миллс обернулся в 2008 одним из самых дорогих разводов в истории Британии, стоившим Полу $24,3 миллиона, но в то же время подарил еще одну дочь, Беатрис Милли, родившуюся в 2003. В 2011 году Маккартни нашел истинный покой в браке с американкой Нэнси Шевелл. Джордж Харрисон провел 90-е в своем поместье Фрайер Парк, занимаясь садоводством и продюсированием фильмов. В 1995 году троица воссоединилась для проекта Anthology, доработав демозаписи Леннона Free as a Bird и Real Love. Но в 1999 году Джордж едва не повторил судьбу Джона. В его дом ворвался безумец с ножом и нанес музыканту более 40 ранений. У него было повреждено легкое, раны по всему телу, раны на ногах. К сожалению, в 2001 году Харрисон скончался от рака легких. Он оставил после себя состояние в $400 миллионов, которое завещал жене, сыну и благотворительным фондам разных стран
стран мира. 21 век стал эпохой окончательного триумфа справедливости. В 1981 попытка Пола и Йоко Оно выкупить права на песенный каталог Beatles провалилась. Тогдашний владелец конгломерата ATV Лью Грейт затребовал около 20 миллионов фунтов и наотрез отказался продавать каталог Beatles отдельно от песен других исполнителей. Но в 1985 году на поле вышел неожиданный игрок – Майкл Джексон. Он приобрел ATV за $47,5 миллионов, фактически перехватив контроль над более чем 200 песнями ливерпульской четверки. Ирония ситуации заключалась в том, что именно Пол Маккартни во время их недавнего сотрудничества сам надоумил Майкла инвестировать в музыкальные издательства. Этот маневр Джексона мгновенно охладил их дружбу и стал для Маккартни затяжным личным поражением. Лишь в 2017 году, спустя почти полвека юридических войн, Пол Маккартни, используя американское законодательство, достиг конфиденциального соглашения с правообладателями и вернул себе контроль над наследием Beatles. В мае 2024 года Пол официально стал первым в истории Британии музыкантом-миллиардером. На данный момент его состояние оценивается в невероятные $1,2 миллиарда. Но как сложились судьбы тех, кто лишь на короткое время становился частью Beatles? Барабанщик Томми Мур, покинувший группу после тяжелого турне по Шотландии, вернулся к стабильной работе водителем погрузчика на бутылочном заводе и скончался в 1981 году от кровоизлияния в мозг. После увольнения из группы в 1962 году Пит Бест на 20 лет оставил музыку ради карьеры госслужащего в Ливерпуле. Выплата многомиллионных роялти за альбом Anthology в 1995 году обеспечила ему безбедную старость и возможность выступать со своей группой The Pete Best Band вплоть до официального ухода на покой в апреле 2025 года. Судьба Джимми Никола, который заменил заболевшего Ринга на 10 дней мирового тура в 1964 году, оказалась более драматичной. После кратковременного ошеломляющего успеха он не смог закрепиться на вершине, обанкротился в 1965 и окончательно ушел из музыки в бизнес по ремонту жилья. Никол стал затворником и десятилетиями избегал прессы. Последний раз его видели в Лондоне в начале 2010-х. Наконец, Билли Престон, к слову, единственный музыкант, чье имя было официально указано на сингле группы, сделал блестящую сольную карьеру и продолжал работать с Джорджем Ринго долгие годы, скончавшись в 2006 году после длительной болезни почек. В ноябре 2023 года с помощью искусственного интеллекта была выпущена последняя песня группы Now and Then. Ставшая хитом номер 1 спустя 53 года после распада коллектива. Сегодня 85-летний Ринго Стар живет в Беверли-Хиллз и продолжает выпускать альбомы. Кантри-пластинку Look Up и рок-альбом Long Long Road. 83-летний Пол Маккартни уже более 60 лет владеет особняком в Сент-Джонс-Вуд и, как и Ринго, по-прежнему в строю. В мае 2026 года он представил свой 20-й сольный альбом The Boys of Dungeon Lane. Вдохновленный воспоминаниями о детстве в ливерпульском районе Спик. Знаковым событием альбома стал трек Home to Us. Дуэт Пола и Ринго, доказывающий, что их связь неразрывна даже спустя 7 десятилетий. Битлы уже давно не просто группа. Это огромная экономическая и культурная экосистема. От музея в Ливерпуле и аэропорта имени Джона Леннона до бесконечных переизданий, каждая из которых штурмует чарты. А сэр Пол и сэр Ринго остаются последними часовыми империи, которая когда-то изменила мир.
А какая песня в великолепной четверке лично для вас остается главной и любимой? Пишите в комментариях, а мы прощаемся до новых выпусков.